Приветствуем наших подписчиков и гостей нашего канала. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня, друзья, нас в этом видео уделим внимание народным приметам, традициям и обрядам на 6 июля. Поговорим о церковном празднике, поговорим о народном празднике, а также поговорим о том, что можно и чего категорически нельзя делать. Также уделим внимание и иконе Божьей Матери, которая чествует в этот день 6 июля. Итак, друзья, 6 июля православная церковь вспоминает святую мученицу Агриппину, которая жила в III веке. Эта святая была истинной христианкой, посвятившей всю свою жизнь служению Господу и сохранению своей веры и целомудрия. Родом она из Рима, а Агриппина отказалась от брака, полностью посвятив себя духовной жизни. Когда к власти в Римской империи пришел император Валериан, начались жестокие гонения на христиан. Среди тех, кого подвергли преследованиям, оказалась и святая Агриппина. Ее схватили и предали суду, где пытали и заставляли отречься от веры в Иисуса Христа. Несмотря на жестокие пытки, святая Агриппина осталась непоколебимой в своей вере. Ее заковали в цепи, но по преданию ангел освободил ее от уз, давая ей временное облегчение. Однако от перенесенных мучений Агриппина скончалась, но не отреклась от своей веры. После ее смерти христианки Васа, Павла и Агафоника тайно взяли тело мученицы и увезли его в Сицилию. Там у ее гроба происходили многочисленные чудесные исцеления. Больные, приходившие к ее мощам, чудесным образом выздоравливали. Слава о святой Агриппине распространилась далеко за пределы Сицилии, привлекая верующих, которые ищут помощи и исцеления. Около XI века мощи святой мученицы были перенесены в Константинополь. В этом городе ее мощи также стали источником многочисленных чудес, и почитание святой Агриппины продолжилось и укрепилось. Святая мученица Агриппина является примером несгибаемой веры и преданности Господу. Ее жизнь и мученическая смерть вдохновляют верующих на протяжении веков, показывая силу веры и духа перед лицом жестоких испытаний. Ее мощи продолжают быть источником чудес и исцелений, привлекая к себе паломников всего мира. Также 6 июля православные христиане отмечают особый праздник в честь одной из самых почитаемых святынь – Владимирской иконы Божьей Матери. Этот день посвящен благодарности за чудотворную помощь и спасение Москвы от нашествия хана Ахмата в 1480 году. Владимирская икона Божьей Матери, известная также как икона Богородицы Владимирской, является одной из самых древних и почитаемых икон в Русской Православной Церкви. Согласно преданию, эта икона была написана евангелистом Лукой и долгие годы находилась в Константинополе. В начале XII века икона была подарена князю Юрию Долгорукому и перевезена в Вышгород, а затем его сыном, уже князем Андреем Боголюбским, перенесена в город Владимир, откуда и получила свое название. Владимирская икона Божьей Матери прославилась множеством чудесных исцелений и спасений. В тяжкие времена икона становилась источником надежды и утешения для народа. Она не раз спасала русские земли от вражеских нашествий и бедствий. Особенно важное событие, связанное с этой иконой, произошло в 1480 году. Тогда хан Ахмат, возглавивший Золотую Орду, собрал войско и направился на Москву. Русские войска готовились к обороне, а народ молился о помощи и заступничестве Божьей Матери перед ее чудотворным образом. Согласно преданию, во время молитв перед иконой в Москве произошло чудо. Хан Ахмат неожиданно для всех принял решение отступить и покинуть русские земли без боя. Это событие стало свидетельством чудесной помощи Богородицы, которая услышала молитвы и заступилась за свой народ. В знак благодарности за это чудо церковь установила праздник в честь Владимирской иконы Божьей Матери, которая отмечается 6 июля. Этот день станет символом веры и надежды на заступничество Божьей Матери. В день празднования Владимирской иконы Божьей Матери во многих храмах проходят торжественные богослужения и крестные ходы.
Верующий собирается, чтобы почтить святыню и поблагодарить Богородицу за ее помощь и заступничество. Перед иконой возносятся молитвы о здоровье, благополучии и защите от бед и невзгод. Многие верующие стремятся посетить храм, где находится чудотворный образ, чтобы помолиться и попросить помощи в своих нуждах. Считается, что молитвы, вознесенные перед этой иконой, обладают особой силой и способны творить чудеса. В народном календаре 6 июля отмечается День Аграфены-Купальницы, также известный как Аграфена, Лютые Коренья и Ивановская Богородица. Этот день наполнен был множеством традиций, обрядов и примет, многие из которых восходят к древним языческим верованиям, переплетенным с христианскими обычаями. Вечером 6 июля начинается подготовка к празднованию Ивана Купалы, который отмечается 7 июля, и этот период на Руси считался волшебным временем. Одной из народных примет этого дня являлась посадка репы. Считалось, что репа, посаженная 6 июля, вырастет крепкой и вкусной. Этот день также был временем, когда совершались многие купальские обряды, а ночь с Аграфены на Ивана Купала называли Купальской ночью. На этот период приходился пик праздничного разгула и веселья, который включал как христианские традиции, так и языческие верования. На Аграфену-купальницу все жители деревни купались в прудах и реках, а также мылись в банях. Считалось, что вода в этот день обладает особенной целебной силой, способной смыть все болезни и очистить от негатива. Вода в реках и озерах была особенно почитаема, и купание в ней считалось обязательным ритуалом. После купания люди чувствовали себя обновленными и очищенными. Особое внимание уделялось сбору трав и кореньев в ночь с 6 на 7 июля. Считалось, что в эту волшебную ночь растения наделяются особыми целебными свойствами. Люди собирали травы для различных нужд, для лечения болезней, создания оберегов и приготовления настоек. Вера в магическую силу трав была очень сильной, и собранные в эту ночь растения хранили и использовали весь год. С этим днем была связана и одна из самых известных легенд о цветке папоротника, который якобы распускается всего на несколько минут в ночь на Ивана Купала. Тот, кто найдет этот цветок, обретет способность находить клады и станет провидцем. Поиски цветка папоротника стали частью ночных обрядов и привлекали множество людей, желающих испытать свою удачу. На Аграфену-купальницу также проводились различные обряды и гадания. Молодежь устраивала хороводы и прыжки через костры, веря в то, что это защитит от злых духов и принесет удачу. Девушки гадали на суженого, используя травы и воду. Один из таких обрядов включал бросание венков на воду, и если венок плыл далеко, значит девушка скоро выйдет замуж. Если оставался на месте, ожидание предстояло долгим. В народном сознании Аграфена-купальница, Иван Купалой и Петр и Павлы слились в один большой праздник, наполненный огромным смыслом и вобравший в себя как христианские традиции, так и языческие верования. Этот период считался временем особой магии и чудес, когда границы между мирами стирались и возможны были самые невероятные события. Утро 6 июля начиналось с умывания росой. Считалось, что роса в этот день обладает особенными целебными свойствами и способна смыть все болезни и несчастья. Люди приветствовали Аграфену-купальницу, прося ее о здоровье и благополучии для всей семьи. К этому времени вырастало много крапивы, из-за чего день получил еще одно название – «Лютые коренья». Крапиву клали на окна и пороги домов, чтобы не пустить внутрь нечистую силу, которая разгуливала накануне праздника Ивана Купалы. Считалось, что крапива обладает мощной защитной силой, отпугивающей злых духов и недобрых людей. На завтрак хозяйки готовили обедную кашу из толченого ячменя. Вся деревня в складчину покупала ячмень, варила его в общем котле, а потом этой кашей угощали странников и нищих. Это блюдо символизировало единство и щедрость общины. Кроме того, на Аграфену варили все яйца, которые были в доме, веря в то, что после этого куры начнут лучше нестись.
Также в этот день, 6 июля, наши предки заготавливали веники на весь год. В деревенской жизни веник был незаменимым предметом. С его помощью поддерживалась чистота в доме, а распаренный в бане веник лечил и приносил несравненное удовольствие. Он также служил свадебным оберегом и охранял жилище от всего дурного, так как в его зеленых ветках любил отдыхать дедушка домовой. Заготовка веника считалась важным и приятным делом. В поход за вениками отправлялись большими компаниями. После обеда запрягали лошадей и на несколько часов отправлялись в лес. Обычные веники вязали из веток березы, но всегда заготавливали и специальные, лечебные, свадебные, предназначенные для гаданий. Для них использовали разные породы лиственных деревьев, добавляя цветы и травы. Заготовка веников проходила весело, под песни, шутки и прибаутки. Люди наслаждались общением на природе, делились историями, которые передавались из уст в уста. Этот процесс не только обеспечивал запасом веников на год вперед, но и укреплял социальные связи внутри общины. В канун Купалы женщины отправлялись в бани, где парились и мылись, чтобы восстановить силы и отогнать болезни. Банные процедуры считались не только гигиеническими, но и ритуальными, способными очистить не только тело, но и душу. Особое внимание уделялось веникам, заготовленным именно в этот день, так как они обладали целительными свойствами. Купались и в водоемах. Считалось, что в этот день вода обретает живительную силу, способную исцелить болезни и даровать здоровье на целый год. Вода символизировала очищение и обновление, поэтому купание было важной частью традиции. 6 июля собирали целебные травы и коренья, поскольку считалось, что в этот день они обретают особую силу. Эти травы использовали для приготовления лечебных настоев и отваров, а также для различных магических обрядов. Вечером накрывали столы на открытом воздухе и начинали всеобщее веселье. Водили хороводы, пели песни, гадали и прыгали через костры. Эти мероприятия укрепляли социальные связи и приносили радость и веселье. У святой Агриппины принято было просить помощи при всевозможных недугах и болезнях. Люди молились об избавлении от мучений и скором выздоровлении, надеясь на ее заступничество и поддержку. Молитвы, обращенные к святой в этот день, считались особенно действенными. В старину женщины 6 июля в бане читали любовные магические слова и проводили ритуалы, поскольку считалось, что в этом месте вся магия быстрее начинала действовать. Баня была местом силы, где концентрировались энергии и духи природы, способные помочь в любовных делах и исцелении. Этот день лучше всего было провести в дружеской компании или в кругу семьи. Считалось, что иначе нечистая сила, особенно активная в этот период, может околдовать и унести в свой мир людскую душу, оставив на земле только тело. Это поверье предупреждало людей о необходимости поддерживать социальные связи и заботиться о своих близких. Сон в ночь на 6 июля считался вещим, но разгадать было его непросто. Сновидение, увиденное днем 6 июля, исполнялось, но все происходило наоборот, не так, как во сне. Поэтому люди обращали особое внимание на свои сны, стараясь понять их скрытые смыслы и предсказания. В день Аграфены Купальницы существовало множество запретов и народных примет, связанных с древними народными верованиями и традициями. Этот день был наполнен особой мистикой, и наши предки верили, что в этот день нужно соблюдать определенные правила, чтобы избежать неприятностей и сохранить здоровье и благополучие. Рассмотрим, чего нельзя было делать в этот день 6 июля. Одним из главных запретов на 6 июля являлось плетение венков из цветов. Наши предки верили, что в этот день растение обладает особой целительной силой, которую нужно использовать исключительно в лечебных целях, а не ради забавы. Однако, если венок сплетен для избавления от головной боли или других болезней, то запрета на его плетение нет. Нельзя было в этот день проводить в одиночестве. Считалось, что нечистая сила, которая сегодня особенно активна, может околдовать и унести в свой мир душу человека, оставив на земле только его тело. Такой человек будет ходить сам не свой, и вернуть его в прежнее состояние не смогут даже самые сильные иконы и святая вода. Поэтому 6 июля нужно было провести в дружеской компании или в кругу семьи.
В день Аграфены Купальницы воспрещалось ложиться спать до полуночи. Считалось, что если уснуть раньше, домовой придет и начнет душить подушкой, а отбиться от него, обладающего недюжинной силой, будет очень сложно. Это поверье предупреждало людей о необходимости бодрствовать и быть настороже в этот мистический день. Беременным женщинам, старикам и младенцам запрещалось подходить к воде, даже к колодцу во дворе. Считалось, что водяной, русалки и мавки могут утянуть их под воду. Зато всем остальным, особенно женщинам и молодежи, напротив, не стоит бояться водных мест. Женщинам не рекомендовалось 6 июля купаться в водоемах в одежде. Считалось, что если купаться в одежде, могут начаться кожные болезни. Сегодня нужно было заходить в воду только в обнаженном виде. Тогда не только кожа будет чистой, но и душа очистится от проблем, неприятностей и бед. Мужчинам в день Аграфены Купальницы запрещалось посещать баню. Считалось, что сегодня баня предназначена только для женщин, которые могут заготовить веничек из 7 трав, помогающий обрести любовь, крепкое здоровье и семейное счастье. Женщины проводили в бане обряды очищения и заготовки, веря в особую силу этого дня. Далее, в этот день были запрещены любые плохие эмоции. Плохое настроение, уныние, злость – все эти эмоции в день Аграфены Купальницы могли привести к серьезному ухудшению жизни. Негативные мысли и чувства притягивали отрицательную энергию, которая могла повлиять на здоровье и благополучие. Поэтому важно было стараться избегать таких состояний и находить способы поддерживать позитивное настроение. Также негативные мысли и месть были под запретом. Наши предки верили, что плохие мысли и желание отомстить могут обернуться против самого человека. Вместо этого нужно стараться прощать обиды и отпускать негатив. В день Аграфены Купальницы не стоило вступать и в конфликты, разбираться в отношениях или проявлять свои капризы. Любые разногласия и ссоры могли привести к длительным негативным последствиям. Постарайтесь проявлять терпение и понимание, даже если ситуация требует разрешения конфликта. Слезы и эмоциональные всплески могут притянуть к вам еще больше негативной энергии. Важно сохранять спокойствие и стараться не поддаваться эмоциям. В этот день нельзя было давать клятвы и обещания, иначе это может привести к разочарованию и потере доверия. Также в этот день не рекомендуется рисковать и делать ставки. Дела, связанные с удачей и везением, могут оказаться неблагоприятными и неудачными. Друзья, вот такой у нас с вами день 6 июля по народным приметам, традициям и обрядам. Мы надеемся, наши советы и наши рекомендации вам помогут в жизни. Прямо сейчас ставьте лайк, друзья, обязательно подписывайтесь на наш канал. У нас на канале очень много интересной, важной и нужной информации. Ну а прямо сейчас на экране, друзья, вы видите 2 всплывающих окна. Это следующие рекомендованные видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше, и смотрите. Всех вам благ, друзья, услышимся с вами уже буквально в следующем видео.